Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, коллеги, живая торговля по сигналам системы Cluster Trader, по левую сторону евро-доллар и золото, по правую WTI нефть и фьючерс на индекс NASDAQ. Это 4 инструмента, которые вы видите так же, как вижу я, и сегодня я вам покажу все то, что делаю каждый день, как самостоятельно, так и с трейдерами в закрытом чате, какие сигналы торгую, какой риск-менеджмент использую. Короче, фишки, техники, как вам стать лучше как трейдеру. Итак, ну что, начнем. С чего я начинаю свой анализ? Первое, я смотрю на отношение цены к своим ключевым уровням. Сейчас вы у меня на графике видите уровни для каждого инструмента. Если я сделаю чуть уже график, вы увидите разное расположение цен относительно этих уровней. Вот, например, евро мы видим в середине диапазона. Красная — это зона сопротивления 1.14 ровно. Зеленая 1.13.350 — это зона поддержки. Мы видим, что рынок не дошел до сопротивления, не дошел до поддержки, находится в центре диапазона. То есть такие сделки, такие рынки неинтересны до тех пор, пока цена не пришла к ключевой структуре. Поэтому мы проще с вами делаем. Мы ставим алерт сюда, чтобы не пропустить на всякий случай, и сюда. Несмотря на то, что я у монитора, бывает такое, что рынок быстро приходит к точке интереса, да, потому что это зона интереса. Если я сделаю еще уже, вы увидите больше зон. Видите, это включены зоны системы Range Trader, которая позволяет мне определять ключевые точки для входа в позицию, но мы о них будем еще говорить в процессе нашей живой торговли. Дальше по правую сторону мы видим фьючерс на индекс NASDAQ, тоже в центре, да, диапазона. Мы видим, что ключевая зона сопротивления 10, грубо 10 тысяч, да, трейдеры. И ключевая зона зеленой поддержки 9890, мы видим, что цена в центре. То есть это фильтр сделок во флете, да? Потому что если рынок внутри диапазона, то, как правило, он находится во флете, либо не определен. И когда цена подходит к этой ключевой зоне, либо к этой, вот здесь возникают самые лучшие сигналы, да, и мы с вами будем за ними наблюдать в реальном времени. Посмотрите, что золото сделало. Мы пробили уровень, трейдеры. Внимание сюда, очень-очень важно. Пробили мы вот здесь уровень. Да, сила сигнала номер 1. Затем мы видим, рынок ушел чуть выше и впервые после пробоя вверх сформировал противоположное движение. Движение вниз с черной свечой. Видите здесь? И теперь следующее условие, я хочу увидеть, что быки вновь в деле. А что для меня будет сигналом к тому, что быки вновь в деле? Это изменение цвета свечи с черной на белую. И в момент изменения мой тренд-фильтр, который вы видите внизу, должен быть зеленым. То есть 3 визуально продиктованных условия, которые указывают на buy. Первое — пробой уровня. Второе — изменение цвета свечи с черных на белый, и при условии, что цена выше уровня, она выше, да. И тренд-фильтр зеленый. У нас есть 2 условия, но у нас нет белой свечи. Это есть сигнальный бар, сигнальная свеча, белая свеча, первая белая после черной. Это образует кластер 3 buy. 3 вместе условия, потому что кластер 3. И если я здесь покупаю, то мои стоп-лоссы 26 пунктов по золоту, 45 первый таргет, 95 второй таргет. Пару слов про NASDAQ. NASDAQ пробил незначительно мой уровень поддержки. Стрелочный. Мы видим, формируется паттерн здесь. Если будет обновлен high, это покупка. Кластер 4 buy. Тест моей зоны, сила сигнала номер 1, стрелочный. Реакция на стрелочный. Мы видим паттерн дно. И нам нужно обновление максимума вот этой свечи. Да, то есть предыдущий, и тогда лонг. Ждем закрытия выше. Трейдеры кластер 4 buy по NASDAQ. Ага, мы видим, программа нам автоматически определила. NASDAQ M1, появилось двойное дно. И вот здесь оно прорисовано автоматически. До этого я нарисовал. Мы ждем закрытия выше максимум предыдущей свечи. Это очень важно. То есть еще раз, первое условие.
Цена вошла в мою зону. Да, может незначительно пробить. Затем видим стрелочный, реакцию на стрелочный, идеальный симметричный паттерн. И первый close, закрытие выше, максимум предыдущей свечи покупаем сразу. Нажимаем Buy. Стоп-лосс 24. И сейчас я вам покажу остальные параметры. Не торопимся, ждем close, закрытие выше. Покупаем. Мой стоп 24, тейк 34 и второй тейк 70. Ждем. Ну и, конечно, золото. Мы готовимся купить gold. На мой взгляд, очень хорошие шансы здесь, если будет сигнал. Так, ну что, у нас есть сигнал по золоту. Покупаем золото. И посмотрим, что будет происходить дальше. Мы возвращаемся в эфир. К фьючерсу на индекс NASDAQ. NASDAQ подходит к нашему первому тейк-профиту. Наши позиции уже обе в безубытке. Вот здесь я держу курсор 99.01. Чуть ранее у нас был сигнал. Стрелочный. Паттерн. Первая цена закрытия вот здесь. Buy. Цена прошла 24 пункта в прибыльную сторону. Точнее, не отсюда, надо отсюда взять. 24 пункта вот как раз на этой свече. И тут же сделка перешла в безубыток. Это все делает робот автоматически. И теперь, как только первая цель будет достигнута, начнется трейлинг стоп. Вплоть до вот этого уровня, за исключением, если рынок резко не развернется. Да, тогда мы выйдем по трейлингу и, естественно, наш второй тейк, который находится в районе 99.70, не будет достигнут. NASDAQ подходит к нашему первому тейку, посмотрим, будет ли он взят. Первый тейк профит. Буквально несколько тиков до первого таргета. Да, наш первый таргет по NASDAQ взят. Мы достигли тейк-профита. 34 пункта сейчас по NASDAQ. Это наш первый тейк. Второй тейк 70. Он вот здесь. Посмотрите, где мой курсор. Да. И все это время сделку будет сопровождать, точнее вторую часть позиции будет сопровождать трейлинг стоп. Так, ну что, мы продолжаем с вами наблюдать за сигналами. Крайне часто бывает так, что рынок подходит к нашему трейлингу и в этом пытается отбиваться. Редко бывает так, что прям вот сплошняком цена шла против позиции. У меня остается минут 10 до начала живой торговли с трейдерами. По тем же самым сигналам мы торгуем 1,5 часа с половины 6 плюс-минус до 7 часов по Москве. И вот это как раз самое ликвидное время, где мы можем не только поторговать, но и разобрать вот эти тонкости, на что обращать внимание, что лучше всего работает в плане стоп-лоссов, тейк-профитов, в каких ситуациях, какие сигналы лучше отрабатывают. Да, ну и, конечно, как сформировать мышление, как научиться мыслить последовательно и какие формулы, какие техники здесь работает лучше всего. Напоминаю, у нас было с вами 2 трейда, в которых мы еще находимся. Это золото и фьючерс на индекс NASDAQ. Мы видим с вами $130 по NASDAQ по второй части. Мы видим с вами $70 по NASDAQ по первой части. И $80 мы взяли по золоту по первой части. Золото стоит. Я перехожу постепенно в онлайн-чат. Если вы тоже хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу и торговать по сигналам кластер трейдер, то ссылка на систему будет прямо под этим видео. Проходите, выбирайте оптимальный вариант для подключения и уже встретимся на онлайн торговле.